Джейсон думал, что он только что взял в свою семью обычного питбуля, но это было далеко от истины. Он держал животное в своем доме около 3 недель и на самом деле совершенно не осознавал реальной ситуации. Только когда Джейсон принес его к ветеринару, он столкнулся с суровыми фактами. Он совершил большую ошибку, усыновив это существо. Джейсон не знал, что думать. Ветеринар не сказал ему ни слова, когда забирал собаку. Что происходит? Он только что привел Тайгера, чтобы проверить его желудок, но ему показалось, что здесь происходит еще много чего, о чем Джейсон не был проинформирован. Через 10 минут ветеринар возвращается в приемную. Без Тайгера. Прежде чем Джейсон успел спросить, где он был, ветеринар сообщил им, что только что вызвал полицию и что они уже выезжают. Джейсон был потрясен. Джейсон потребовал вернуть ему собаку, но когда ветеринар начал оправдываться, до него внезапно дошел смысл сказанного. Как он мог быть таким наивным? Но что же все-таки происходит с Тайгером? Почему вызвали полицию? И увидит ли Джейсон когда-нибудь снова своего любимого пса? С того момента, как Джейсон посмотрел в глаза этому большому черному существу, он понял, что это именно та собака, которую он хотел. Это не была одна из тех милых крошек, о которых просила его жена Эмили. Он хотел настоящую собаку, которая делала бы его более мужественным, и это показалось ему идеальным вариантом. Джейсон вынужден был признать, что никогда раньше не видел эту породу. На самом деле, он и сам не смог бы описать, на что он смотрел. Он был почти уверен, что этот вид напоминает питбуля, но узор на его шерсти заставил его усомниться в этом. Джейсон подумал, что это довольно круто и уникально, но опять же, он мало что знает обо всех различных потомках внутри пород собак. Когда он завел разговор с одним из сотрудников приюта, то получил довольно расплывчатый ответ. Он не совсем понял, но ему было все равно. У него были другие причины для беспокойства. Главным было убедить свою жену Эмили, что это именно та собака, которая нужна семье. Все, что у него было в качестве защиты, это заявление сотрудника. Например, это самый милый пес, который когда-либо был в нашем приюте, и он отлично ладит с детьми. Он надеялся, что этого было достаточно, чтобы убедить ее. В тот же день Джейсон завершил процесс усыновления. Несмотря на то, что в приюте, по-видимому, очень любили собаку, они были очень рады, что он тоже уехал. Они сказали, что это потому, что он уже слишком долго живет в этих краях для такой собаки. Но правду ли они говорили? По дороге домой Джейсон начал сомневаться в своем выборе. Собака, которой дали кличку Тайгер, настолько велика, что может отпугнуть детей. Именно в этот момент пес положил голову на колени Джейсона. Сомнения возникли так же быстро, как и исчезли. Джейсон почувствовал, что светится от счастья. Он почувствовал, что сорвал джекпот. Это была лучшая из 2 ситуаций. Пес выглядел очень крутым, а также был очень ручным и милым. Именно это Эмили и их дети искали в собаке. Но не слишком ли все это хорошо, чтобы быть правдой? Когда Джейсон заехал на подъездную дорожку и вышел из машины, он почувствовал, как взгляд Эмили прожигает его сквозь стекло. Поколебавшись мгновение, он вытащил Тайгера из машины. Он увидел, что она разозлилась еще больше, но этого следовало ожидать. К счастью, он собирался получить сильную поддержку из неожиданного места. Когда Джейсон начал открывать дверь, 2 его детей уже стояли в дверном проеме. Дэн и Синди были на 7-м небе от счастья, настолько они были взволнованы. Они без колебаний погладили его, что ему, очевидно, понравилось. Он начал вилять хвостом и, казалось, сразу же почувствовал себя непринужденно. Несмотря на то, что Тайгер был полон энтузиазма, он, казалось, сдерживался, чтобы не выразить его. Когда Эмили широко шагнула в коридор, первое, что она увидела, были дети, обнимающие большого страшного пса. Тайгер, в свою очередь, несколько раз игриво лизнул его. Джейсон не мог перестать улыбаться. Это было все, на что он надеялся.
Она просто не могла не разозлиться, увидев это. Но будь она проклята, если не будет внимательно следить за этим новым пополнением в семье. Прошло совсем немного времени, и в последующие недели Эмили начала замечать некоторые странности с собакой. Первое, что заметила Эмили, это то, что Тайгер всегда был очень добрым и общительным в общении с людьми. Не имеет значения, сколько им лет и как они на него реагируют. Многие из них очень боялись его с того момента, как увидели. Насколько хорошо он ладил с людьми, настолько плохо с другими собаками. Иногда, когда Тайгер видел других собак своего размера или даже крупнее, он начинал демонстрировать крайне оборонительное и агрессивное поведение. Не то чтобы он нападал на других собак или отталкивал их, но все же он скалил зубы и постоянно держал их на прицеле. Эмили была почти уверена, что если бы одна из этих собак попыталась напасть на него, Тайгер был бы способен взбеситься и наброситься на другую собаку. За то короткое время, что пес живет в семье, Джейсон почти испытал это на себе. Джейсон пошел на площадку для игры с собаками и увидел немецкую овчарку. Он уже думал, что это может перерасти в драку, поэтому держал Тайгера поближе к себе. Когда они подошли ближе, ситуация начала обостряться. К счастью, обе собаки были в очень хорошем настроении, но и Джейсон, и владелец немецкой овчарки были напряжены. Немецкой овчарке пришлось сделать все, что было в их силах, чтобы сдержать своих собак. Продолжая о том, что бросилось в глаза Эмили в первую неделю, отметим еще один инцидент с Тайгером, который в конечном итоге стал по-настоящему значимым для семьи. Видите ли, у Тайгера была привычка есть много того, что ему есть не следует. В большинстве случаев это даже не так уж плохо, так как Тайгеру от этого только немного становилось плохо. Обычно это проходило через несколько дней после того, как пес снова чувствовал себя как новенький. Но однажды, после того, как он съел что-то не то, его здоровье внезапно начало ухудшаться. Семья понятия не имела, что он съел. Что они поняли сразу, так это то, что это просто так не пройдет. Вот почему Джейсон, ни секунды не колеблясь, позвонил ветеринару и спросил, могут ли они срочно приехать. Несмотря на то, что собака жила у них всего около 3 недель, они успели невероятно привязаться к животному. Он стал важной частью семьи, потерять которую они не могли. Но это оказалось реальной возможностью, и даже не обязательно из-за загадочной болезни. Поездка к ветеринару станет событием, которое Джейсон никогда не забудет. Он решил поехать один, чтобы Эмили могла присмотреть за детьми, но в конце концов пожалел, что не взял их с собой в качестве поддержки. Состояние Тайгера было хуже, чем в тот момент, когда они вышли из дома. Когда Джейсон прибыл в офис ветеринара, ему пришлось немного подождать, прежде чем ему смогли оказать помощь. У него была назначена встреча, но в тот день было очень много людей, поэтому все немного задержались. Джейсон просто сидел и нервно ждал. Пока Джейсон ждал, он заметил, что Тайгер привлекает к себе много внимания. К этому он уже привык, потому что мех его пушистого друга имеет совершенно особый рисунок. Вскоре ему порядком надоело, что все эти люди фотографируют его. Но это было еще не самое худшее. Чем дольше Джейсон и Тайгер ждали, тем больше людей обращали внимание на собаку. Каждый из них хотел увидеть собаку поближе и сфотографировать ее. Они тоже никогда не видели такой картины. Джейсон немного занервничал. Обычно Джейсон не возражал бы, если бы все эти люди задавали ему вопросы. Просто иногда у вас бывают такие дни, когда вам не хочется разговаривать с незнакомцами. Пусть сегодня будет именно такой день. Он переживал за здоровье своей собаки и не хотел тратить время на ответы на вопросы незнакомых людей. Прошло очень много времени, прежде чем подошла его очередь, и к этому времени в клинику пришли новые люди. Вокруг него и Тайгера начала собираться толпа. Все в зале ожидания, казалось, были так заинтересованы его собакой, что почти забыли о своих собственных больных питомцах.
Джейсон это надоело, и он подошел к стойке обслуживания, чтобы спросить, нельзя ли оказать помощь немедленно. Всеобщее внимание толпы тоже не пошло Тайгеру на пользу, так как он, казалось, испытывал стресс. Джейсон уже было очень жаль Тайгера, потому что он, казалось, только слабел. К сожалению, немедленно оказать помощь было невозможно, потому что ветеринар все еще был занят сложной операцией. Однако сотрудник согласился, что для них это не идеальная ситуация, после чего их припроводили в пустое офисное помещение, где они могли спокойно подождать. Молодой студент, проходивший стажировку у ветеринара, вошел в комнату, чтобы познакомиться с ними и записать, в чем заключалась проблема Тайгера. Она сделала это для того, чтобы уже сейчас подумать о том, что может быть не так, и найти возможное решение, а также для того, чтобы ускорить процесс для ветеринара. Когда Джейсон заметил, что у собаки, по-видимому, сильно болит живот, студент решил, что это вызвано тем, что он съел что-то, что не поддается перевариванию. Наиболее вероятным решением была небольшая хирургическая операция. Джейсон вслух сказал, что почувствовал облегчение от того, что они скоро смогут отправиться домой, но оказалось, что это совсем не так. Как и люди в комнате ожидания, внимание студента было в основном привлечено странным видом собаки, а не фактическим исследованием проблемы. Разница с толпой в зале ожидания заключалась в том, что она никому об этом не говорила. Джейсон, как и все остальные, по крайней мере, пока. Прождав еще 5 минут, ветеринар наконец вошел в пустое офисное помещение, где его ждали Джейсон и Тайгер. Он выглядел очень усталым, а на рукавах его белого халата виднелись пятна крови. Джейсон испытывал странное, необъяснимое чувство. Было очевидно, что он даже не удосужился переодеться и немного отдохнуть после операции. Джейсон был рад, что Тайгер, по-видимому, занимает столь важное место, но он боялся, что, возможно, ему следует беспокоиться о том, что что-то серьезно не так. Ветеринар говорил мало, отчего в и без того пустой комнате стало неуютно тихо. Он только что просмотрел записи, сделанные его учеником, а затем внимательно осмотрел Тайгера. Но он, казалось, не обращал внимания на проблемные зоны, о которых говорил его ученик. В основном он просто проводил полный осмотр собаки. После завершения осмотра Джейсону сказали, что он может посидеть в приемной, пока Тайгеру будут делать небольшую операцию. «Мы хотим посмотреть, что застряло у него в желудке. Не пугайтесь, ему нужно сделать анестезию, но это ненадолго». Это заставило Джейсона занервничать, но ветеринару удалось его успокоить. Ветеринар сказал ему, что это довольно простая процедура, которую он проделывал 1000 раз. Джейсон не нужно было беспокоиться по этому поводу, но, как оказалось, ему придется беспокоиться совсем о другом. Совсем скоро его жизнь перевернется с ног на голову. После 20-минутного ожидания на стойке регистрации назвали его имя. Он направился к стойке регистрации, после чего внезапно в здание вошли 2 офицера. Он счел это замечательным, но не придал этому особого значения. Пока ветеринар не вышел из своего кабинета без Тайгера. Ветеринар указал полицейским на Джейсона и сказал: «А это он». Он не понял, что происходит, и оглянулся, чтобы убедиться, что за ним нет никого, кого ветеринар мог бы иметь в виду. В этот момент ветеринар начал объяснять, почему он вызвал полицию. Прежде чем ветеринар смог дать объяснение, полицейские начали задавать ему вопросы о Тайгере. Именно в этот момент Джейсон начал паниковать. Что, черт возьми, происходит? Он пришел сюда, потому что его собака заболела и нуждалась в помощи. Он просто хотел вернуть свою собаку и уйти, но этого не произошло. Джейсон начал злиться. Он вообще не отвечал ни на какие вопросы о своей собаке. Сначала он хотел узнать, как прошла операция, а затем воссоединиться с Тайгером. Он уставился на ветеринара и завопил: «Какого черта здесь делают эти полицейские?» Тогда они начали давать объяснения. Полосы на шерсти Тайгера – это не недостаток пигмента, как всегда думали Джейсон и остальные члены его семьи.
На самом деле это была рваная шкура, которая со временем немного восстановилась. До встречи с Джейсоном жизнь этого питбуля была не из счастливых. Полицейские обратились к ветеринару после нескольких сообщений о собаке. Несколько человек уже сталкивались с подобными случаями жестокого обращения с животными и немедленно сообщили об этом. После того, как ветеринар узнал собаку, он сразу же решил вызвать полицию. Они подумали, что Джейсон несет ответственность за такое обращение, но Джейсон направил их в приют. Джейсон был совершенно потрясен тем, что ему только что сказали полицейские. Как он мог быть таким наивным, думая, что эти полосы были естественными? Он почувствовал себя ужасно, представив, через что, должно быть, прошел Тайгер. Джейсон винил себя в том, что ему не хватает знаний о собаках, но чувствовал себя безмерно виноватым. Ему не следовало вот так просто брать этого бедного пса и немедленно сообщать о нем в полицию, чтобы они могли начать выяснять, кто в этом виноват. К счастью, было еще не слишком поздно. В течение всего этого времени и обсуждения Тайгеру действительно делали операцию, и выяснилось, что у него также были некоторые другие внутренние повреждения, вызванные, по-видимому, жестоким обращением много лет назад. Джейсон кипел от гнева и вслух недоумевал, кто мог так поступить с собакой. К счастью, с помощью опытного ветеринара Джейсону удалось вернуть Тайгеру отличное самочувствие. Он по-прежнему каждые несколько месяцев ходил к ветеринару на осмотр, но пока Джейсон удавалось удерживать его от поедания незнакомых предметов, с ним все было в порядке. В конце концов, полиции удалось установить, что причиной ужасного обращения был заводчик, и когда было доказано, что этот человек поступал так с другими питбулями, его арестовали и предъявили обвинение. Что еще лучше, он больше никогда не сможет так поступить.